Друзья, я приветствую вас на канале CryptoHamster. Сегодня мы разберем с вами блокчейн, который находится на ранней стадии и пока еще с большой вероятностью недооценен. И пока он недооценен, есть возможность приобщиться к проекту и заработать на ранней стадии с помощью амбассадорской программы, например, чтобы потом получить просто бесплатно его токены. Проект называется SEI Network. Недооценен он сразу по нескольким признакам. Первое, то, что в него инвестировано пока в сид раунде всего 5 миллионов долларов, но при этом они уже запустили программу стимулирования своей экосистемы на 50 миллионов долларов. И второе, это то, что есть много амбициозных криптопроектов, на которые не заполняют определенные требования рынка, которые есть уже сейчас. Так вот, SEI Network — это Layer 1 блокчейн, который строится, к слову, на экосистеме Космос. Все больше и больше проектов переходит на экосистему Космос. И при этом он сугубо направлен на то, чтобы создать по-настоящему быструю, полноценную, децентрализованную биржу, на которой будут сделки проходить точно так же быстро, как и на любой централизованной, допустим, как на Binance. При этом комиссии будут около нулевые и нет необходимости верификации личности. То есть нет необходимости хранить свои средства на бирже, доверяя их третьим лицам, и чуть что, если какие-то санкции, вы можете потерять свои средства, потерять доступ к аккаунту. Средства будут всегда храниться сугубо на вашем кошельке, допустим, на MetaMask, и лишь на момент использования биржи кошельком вы будете подключаться к этой децентрализованной бирже. Так каким же образом SEI смог добиться такой впечатляющей скорости транзакций, где сделки на их бирже будут закрываться точно так же быстро, как и на любой централизованной бирже, и даже быстрее, чем на существующих децентрализованных биржах, которые работают на вполне себе быстрых блокчейнах? Дело в том, что SEI с своего блокчейна убрал все самое лишнее и оставил только то, что будет позволить работать быстро только в условиях децентрализованной биржи. Именно благодаря этому, возможно, если бы SEI делался таким изначально обширным, как Ethereum и другие блокчейны, которые пытаются охватить много разных децентрализованные рынки, DeFi и прочий функционал, в таких условиях нельзя было позволить сделать его быстрым. Здесь же просто поубирали все самое лишнее, заточили сугубо под децентрализованный рынок. Именно благодаря этому разработчикам на данном этапе удалось добиться обработки около 22 тысяч заказов, то есть ордеров в секунду. Завершение сделки будет происходить у пользователя примерно за 600 миллисекунд, то есть примерно за полсекунды. В своем интервью сооснователь проекта SEI Джей Джок говорит о том, что криптовалютные биржи на сегодняшний день приносят в этой сфере, если не самые большие деньги, то одни из самых больших. Соответственно, если у них получится создать по-настоящему хороший продукт, то есть децентрализованную биржу, на которую придет много людей, это будут большие деньги по той причине, что там будет плата за комиссии, и это будет в первую очередь рост токена SEI, по той причине, что комиссии, конечно же, будут рассчитываться в этом токене. В интервью другой сооснователь проекта Джефф Фэнг отметил, что SEI начисляет сейчас более 50 команд проектов разных, которые с ними взаимодействуют. То есть SEI не только является лишь конкурентом для них, для тех блокчейнов, которые создают свои DEX, но и наоборот, они партнерятся между собой по той причине, по заявлениям Джеффа Фэнга, что команды, которые уже привлекли большое венчурное финансирование и запустили свои приложения, чувствовали, что их в нынешних экосистемах Layer 1 не хватает того, что позволяет им действительно масштабироваться и обеспечить лучший пользовательский опыт. Поэтому они обратились к SEI. И таких проектов на данный момент около 50. Теперь давайте обратим взор на команду проекта SEI, потому что есть здесь что сказать, хороший фидбэк. Здесь и разработчики с Robinhood, известной биржи, с такой компанией как Airbnb, а также Databricks. Имеется обширный опыт в создании дизайна книги ордеров, то есть то, что как раз связано с биржами. Также опыт в работе Космос экосистеме, и состоит команда в том числе из выходцев с Goldman Sachs, то есть финансового учреждения. Выходцы эти — это финансовые аналитики и стратегические члены, которые призваны как раз устранить этот разрыв между DeFi и учреждениями.
В Say Labs заинвестировано 5 миллионов долларов, сумма пока небольшая, но речь идет про seed раунд, то есть ранний раунд, и может быть доинвестировано, и с большой вероятностью это будет по той причине, что проект уже объявил фонд вознаграждения в 50 миллионов долларов для тех, кто будет создавать приложения на их децентрализованной экосистеме, и в том числе что-то из этого получат амбассадоры, о которых мы поговорим дальше. Таким образом, с большой вероятностью будет доинвестировано, раз они выделяют такую большую сумму для вознаграждения. То есть они что-то уже знают, возможно, идут переговоры о новых инвестициях. Из тех, кто в них занес, это Multicoin Capital, Coinbase Ventures, а также поддержал Flow. Поэтому не стоит обращать на данном этапе, что сумма небольшая, вполне себе может быть потом большей. И сейчас мы дошли до самого интересного, это амбассадорской программе, потому что здесь она действительно стоящая, и пока происходит набор, конечно же, он может завершиться, а потом позже начаться еще. Для того, чтобы попасть в амбассадоры, нужно просто побольше сейчас активничать в Дискорде проекта. Подписываемся на Дискорд, ссылочку на него я оставлю в описании. Необходимо набить 7 уровень, то есть переписываться, общаться больше. Соответственно, когда вы общаетесь, ваш уровень поднимается. После того, как вы набираете 7 уровень, вам необходимо перейти по ссылочке, которую я также оставлю в описании, заполнить форму. В форме после заполнения подачи вы продолжаете набивать активность, уже не только переписываясь в Дискорде, но и делая какие-то дополнительные активности, такие как, допустим, переводы статей, которые команда только что опубликовала на английском, то есть регистрируете свой медиум, публикуете там перевод, ссылочку предоставляете в Discord в соответствующем разделе. Потом изначально написание статей на английском, это может быть, вы можете написать на русском, просто с помощью переводчика правильно его перевести. Также сделать мем в соответствующем разделе и ввести свой твиттер, публикуя твиты о проекте с хэштегами проекта Say. Таким образом, вы повышаете вероятность на то, что вы попасть в амбассадоры. Если будете все делать правильно, то с большой вероятностью и попадете. А программа здесь должна быть очень хорошей, так как я уже говорил, 50 миллионов долларов выделено на поощрение тем, кто будет разрабатывать что-то в их проекте, в том числе и на амбассадоров. Поэтому не стоит лениться. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал по той причине, что здесь намного больше актуальной информации выходит. И всем до скорых встреч.